Всем привет! С вами проект Power Device, и если вы являетесь моим постоянным зрителем, то вы знаете, что недавно я показывал, как на Xiaomi установить новый редактор галереи. Редактор галереи, который я показывал, имеет ряд новых возможностей. И как известно, все современные и новые фишки китайцы оставляют только для своего рынка, то есть для китайских прошивок. Как раз таки то обновление, которое я показывал, и есть с китайских прошивок. Оно без проблем устанавливается на наши телефоны, но там все на английском языке, и многим пользователям это не нравится. И сейчас команда разработчиков Xiaomi расщедрилась и выпустила такое же обновление со всеми фишками, только на русском языке. К слову говоря, данное глобальное обновление начало приходить на Xiaomi 14. Именно отсюда его и достали, и теперь мы его можем установить на свои телефоны. Помимо свежего глобального обновления редактора, еще вышло свежее обновление самой галереи, также глобальное, и его тоже рекомендую установить. Как обычно, данные обновления скину в свой телеграм-канал, ссылка будет в описании под этим роликом. Пока не торопитесь скачивать эти файлы, досмотрите ролик до конца, покажу все функции, а потом установите. Итак, во-первых, если у вас не бюджетная модель, например, у меня это Redmi Note 13 Pro Plus и еще много других моделей поддерживают следующую функцию. Зайдите в саму галерею, нажимаем три точки, и вот здесь могут появиться новые функции, если у вас их ранее не было. Функции активируются вместе с установкой редактора галереи, например, искусство. Также отмечу, если вы нажимаете три точки, и у вас есть вкладка «Искусство», вы на нее нажимаете, и здесь может пойти загрузка. Дождитесь загрузки, потом еще раз нажмите три точки и «Искусство». Должна появиться вот такая функция. Здесь выбираем любой эффект, далее какую-то фотографию. Также отмечу, что данные эффекты с разными фотографиями работают по-разному. Например, здесь фотография человека, и лучше всего сюда подходят вот такие эффекты. А если, к примеру, мы откроем вот такое фото, то эффекты могут восприниматься по-другому. Вот так. Естественно, если нажать «Сохранить», то отдельно от оригинала сохраняется вот такое фото с эффектом. Все просто. Сейчас еще покажу новые функции редактора галереи, а также не забывайте, если у вас более дорогой смартфон, не бюджетный, то при установке редактора установите еще искусственный интеллект Xiaomi. Про это я уже говорил в своих видео. Тогда у вас появится функция вырезка, и, например, в настройках вы сможете включить распознавание текста на изображениях. Данный искусственный интеллект – это также родное приложение Xiaomi. Я все это уже показывал, выделяется объект. К большому сожалению, на моем Redmi Note 10 Pro данная функция с искусственным интеллектом не работает. А вот, например, новое глобальное обновление галереи и редактора сюда устанавливаются, и фишки из редактора здесь работают. Итак, в моем Telegram вы скачали нужные обновления и установили их. Теперь заходим в галерею, открываем любое фото, нажимаем сюда «Изменить». Посмотрите, у нас появляются новые функции, о которых я сейчас расскажу. Только все глобальное, на русском языке. Все отлично. Сверху появляется качество. По стандарту стоит высокое и 100%. Если выбрать наилучшее и 100% и сохранить фото, то фото немного улучшается, совсем чуть-чуть, но вес его становится больше. Также из нового, если зайти в эффекты, здесь добавили некоторые новые фильтры. Можете сами это посмотреть. Далее захожу в уровни, дохожу до вкладки тени, и вот здесь пошли новые функции. Например, работа с тенями. На самом деле для работы с фотографиями функции очень полезны. Настройки тонко можно изменять. Далее кривая изменяет цветной диапазон. Также новая функция дисперсия. Следующая функция, которая также появляется с обновлением – устранение шума. В некоторых случаях она также может быть полезна. Функция усиления четкости также добавилась. Также не забывайте, если вы обрабатываете какое-то фото, можно зайти вот в эту вкладку «Улучшение». Здесь должна быть вкладка HD портрет. Нажимаем на нее. Происходит улучшение искусственным интеллектом. Не забывайте подписываться на мой телеграм-канал, на мой YouTube канал, ставьте лайки этому видео, задавайте вопросы в комментариях. Желаю вам только качественных девайсов и правильных настроек. До встречи в следующих роликах. Пока-пока.